Если у тебя несовершеннолетние дети с тобой, то они все идут паровозами, тоже получают гражданство. Карта поляка примерно займет у тебя полгода на запись. Люди получали карту поляка, не имея корней. Плохо знал польский язык, его развернули. Древо своей семьи. Полностью до прабабушек и прадедушек. Дальше ты можешь получить Гражданство. гражданство, да, податься там через год. Напротив тебя садится человек, который тебя собеседует, и вы с ним разговариваете обо всем. Вань, один из самых быстрых способов прийти к польскому гражданству – это получить карту поляка. Что это за инструмент? Хочу в этом видео дать пошаговую инструкцию, что такое карта поляка и как ее получить. Ты прав, Стас. На самом деле мы уже записывали видео про самый быстрый способ получения гражданства в Польше. Его, кстати, можно там вот посмотреть. Но если касаться второго способа, одного из самых быстрых, как получить непосредственно гражданство в Польше, да, это действительно подтверждение того, что вы происходите от поляков, твои родственники были поляками, и на этом основании можно получить уже карту поляка. Если сейчас уйти в детали, да, и прописать прям степ-бай-степ, что зачем нужно делать, какие документы вы должны найти, мы сейчас в это чуть углубимся. Но я хотел бы отметить одну вещь. Даже если у вас в руках нет документов, мы понимаем, что, вот, например, в Беларуси, да, большинство не обладает документами просто по одной простой причине. В те времена нельзя было признаваться, что ты поляк, не писали, что ты поляк, и писали везде в документах, что ты белорус. Однако есть и другие варианты, где можно поискать документы, и многие об этом не знают, многие этого не учитывают. Обычно как мы ищем корни? Да, идем к бабушке, к дедушке, к прабабушке или прадедушке и говорим: покажи свои там свидетельства о рождении, если они живы. Если мертвы, да, то мы смотрим документы, свидетельства о смерти, где указана национальность. Но не только в этих документах мы можем найти ответы. И многие ответы находятся, самое смешное, что в костелах. Никто об этом не задумывался, может быть, не знает, но это тоже ответ. Можно постучаться и туда. Можно постучаться в исполкомы и попросить там документы. В основном это домовые книги, и выписки из домовых книг как раз-таки содержат вот эту нужную графу «национальность». И важный момент. Документом признается тот документ, где действительно будет указана национальность. Удостоверение, когда ты служил в польской армии, там не указана национальность. Но вроде бы и поляки вроде бы и служили, но, к сожалению, увы и ах, не содержат нужной записи. Поэтому куда нужно постучаться? Стучимся сразу по всем родственникам. А я бы рекомендовал начать вообще с самого простого, что может быть, это сделать древо своей семьи. Полностью до прабабушек и прадедушек. Расписать, когда они родились, ну и, собственно, где родились. А если есть данные, где они еще и жили, то это пойдет на руку. По всем этим адресам во все инстанции направляем запросы. В Беларуси это отточенная схема. Все архивы принимают запросы в виде, который они там размещают у себя на сайте. Просто форма. Заполняем форму, запрашиваем и получаем какие-либо ответы. Если говорить о том, стоит ли вообще это делать, если документов там у родственников не обнаружилось, то я скажу, точно стоит. Потому что... Стоит ли проверить, есть ли там документы, что именно стоит делать? Стоит ли искать документы в костелах, сельсоветах, исполкомах и так далее, или не стоит? Скажу сразу, что стоит. Потому что срок до паспорта сокращается с 8-9 лет со всеми административными процессами до максимум 3. Даже если ты нашел документы и тебе не хватает сразу, чтобы пойти и податься на ПМЖ, ты идешь через карту поляка, но даже в этом случае карта поляка примерно займет у тебя полгода на запись, 3 месяца на рассмотрение, ну и плюс выдача решения, до года максимум. После этого следующий степ — это ПМЖ. ПМЖ в целом примерно административный процесс тоже длится год. Через год после ПМЖ ты имеешь право подаваться на гражданство. Но если мы нашли документы бабушки или дедушки и прям свидетельство о рождении, где написано, что они поляками, мы имеем право сразу же подаваться на ПМЖ. Минуем карту поляка, сразу приходим к постоянному месту жительства, через год получаем паспорт. По сути, 2 года. И вот тут каждый должен сам себе дать ответ. Он готов потратить полгода на поиски вот этих архивных записей, но сократить свой срок до паспорта, или не готов? Лично я абсолютно всем и всегда рекомендую, если есть подозрения, ищем документы. И я думаю, эти подозрения обычно еще возникают, исходя из каких-то разговоров за столом,
в детстве, да, то есть ты же там был ребенком, и мы же все равно примерно знаем, кто были и где жили там наши бабушки и дедушки, потому что это родители моих родителей. Или у вас были ситуации, когда был Очень прям по-разному. сюрприз, и реально люди не знали об этом, и потом, вау, оказывается, у меня там... Очень по-разному. Я не буду говорить за клиентов, у нас все-таки подписывается NDA, мы не разглашаем информацию, но расскажу на личном кейсе. За столом никто никогда не говорил, что мои родственники поляки. Мы как-то это и не обсуждали. Как бы по маминой линии давным-давно пришли к пониманию, ну нет. По папиной линии были подозрения, но, как оказалось, документов нет. Нет документов, потому что, не указывали, как я говорил, да, в Беларуси писали все, что они белорусы. Я это узнал только благодаря тому, что я поехал на малую родину бабушки, узнал, где жила прабабушка, пообщался там со всей деревней, поузнавал, кто мои родственники. И оказалось, действительно, прабабушка и прадедушка были коренными поляками, но, к сожалению, вообще ничего нигде не осталось. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна легализация в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу напишите комментарий. А если вы хотите, чтобы мы поработали над вашей легализацией, над вашим кейсом, то внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Путь легализации не один. Надо выбрать тот, который подходит в конкретном случае. Поэтому, если возвращаясь к вопросу, да, возникли подозрения, рисуем древо. Исходя из древа, направляем запросы во все возможные инстанции для того, чтобы получить ответы. Не надо бояться, что не получим. Получим в любом случае, потому что они выдаются за государственные сборы. Соответственно... За наши налоги, да. Нет, нам надо будет заплатить каждому архиву за то, что он нам отдаст какую-то информацию, да, но в любом случае это какие-то копейки. Это не идет речь о $1000, там, как некоторые сейчас готовы и сотни тысяч долларов тратить на новое гражданство, а тут всего лишь там каких-нибудь $10 потратить на то, чтобы получить нужную справку. И вот, самый классный момент. Нашли документ, он у нас в руках, написано по национальности поляк или полька. Сейчас мы можем тут уточнить. У меня должно быть какие KPI, да, вот критерии, чтобы эту там карту получить. Указана национальность поляк. И это может быть либо бабушка, либо дедушка. Все верно. Или если бабушки и дедушки документов нет, то это и прабабушка, и прадедушка. И прабабушка, и прадедушка. Все, это важно зафиксировать для людей, да, чтобы они понимали. Ну, соответственно, мама, папа, если поляки тоже идут. На всякий случай, то тоже важно. Это уже близкая история, я думаю, тут люди и так уже, не знаю, копаются. Да. Хорошо. А и важный момент, что с детьми, потому что у нас средний возраст наших зрителей 35 лет. Понимаю. И на самом деле в этом-то и хорошая новость, потому что дети до 18 лет получают автоматический документ. Нам всего лишь нужно заполнить дополнительное заявление, показать родство, и на этом основании ребенок получит карту поляка, либо ПМЖ, в зависимости от ситуации уже. Ну а если ребенок старше 18 лет, тогда все, идем по своей стезе, ищем основания и легализуемся в Польше. То есть, когда у нас в руках уже есть документы, в которых написано, что все-таки родственники нужные были поляками, что нужно делать? Первым делом идем учим экзамен, учим язык, историю, культуру, науку и так далее, и всех абсолютно деятельностей Польши. Забегая вперед чуть-чуть, в 2025 году должны измениться основания и должны измениться процедуры получения карты поляка. Я сейчас не говорю о том, что изменится порядок документов там, или какие-то сложности дополнительные возникнут, но поменяется форма принятия экзамена и, возможно, будут более детально смотреть на ваши документы. Что это значит? Это значит, что большинство людей, которые условно нашли корни, а таких на самом деле очень много сейчас. Условно, в смысле, им там как-то за деньги нарисовали их? Ты и про этих людей? Да, совершенно верно. Вот им как раз-таки стоит остерегаться. Почему? Потому что раньше вне Польши не проверяли документы досконально. Теперь их будут проверять досконально, вплоть до того, что будут посылать запросы в архивы и ждать ответов от архивов. Усложнение процедуры проверки документов. Я не знаю на практике, как это будет выглядеть, но, возможно, появятся дополнительные проверки документов, запросы в архивы, сдать их на химический анализ там, и так далее, и так далее. Но в рамках получения чуть-чуть гайки все-таки подкрутятся. Поэтому очень важно не прийти с какими-нибудь некрасивыми документами. Соответственно, когда у нас есть документы в руках, мы понимаем, где нам учить язык. Нужно найти воеводство, где вы хотите подаваться, если вы находитесь в Польше.
Если находимся в Польше, выбираем воеводство по месту жительства, стандартный кейс. Все, что нужно сделать, позвонить в управление, уточнить, каким образом происходит процедура записи на карту поляка. С 2024 года в Польше разрешили подаваться абсолютно во всех воеводствах. Нет никаких проблем. В некоторых воеводствах вообще нет очередей, даже принимают по живой очереди плюс-минус в Лоди, насколько я знаю, на данный момент. Вот карту поляка, да? Да, Это что именно они на как карту бы поляка, потому что более лояльные там условия. происходит собеседование. Для собеседования нужен отдельный человек, который вас прособеседует, поэтому запись предварительная всегда, но процесс записи везде разный. Например, в Белостоке сегодня отослал запрос, плюс-минус через полгода получил ответ с датой, когда нужно явиться на этот экзамен. Как правило, между ответом и сдачей экзамена 3 месяца. У меня сейчас То есть сестра это находится... условно 8 месяцев. Да, у меня как раз сейчас сестра находится в такой же ситуации. И я сразу ей сказал, что смотри, мы сейчас отправим, примерно через полгода ты получишь дату, и будет 3 месяца. Она говорит, да нет, там же очередь большая, людей же много. Да нет, ровненько все пришло через полгода, и срок через 3 месяца сдавать экзамен, к которому тоже надо очень усердно подготовиться, потому что даже с учетом Белостока и лояльного отношения к белорусам, к украинцам, видим ужесточение, видим отказы, даже вплоть до того, что человек плохо знал польский язык, его развернули. Получается, нужно выучить историю Польши и плюс получить сертификат B1 или нет? Не обязательно получать сертификат То есть- B1, достаточно знаний уверенного То есть разговорного у языка. тебя идет как бы оценка на знание истории и отдельная какая-то оценка. Как вот можешь больше про экзамен сам рассказать? Мы отдельное видео снимем на эту тему. По факту все зависит сильно от воеводства, но, как правило, садишься, напротив тебя садится человек, который тебя собеседует, и вы с ним разговариваете обо всем. Как праздновались религиозные праздники у тебя в семье. И ты рассказываешь, как ты праздновал вигилию, какие блюда готовили, а как ты их готовил. То есть спрашивается не столько знание языка, сколько понимание того, как они культурно Культурного здесь живут. Да. Могут просто из разряда «кто такой Пилсудский?» спросить. И вот давай отвечай, когда родился и чем он, собственно, прославился и так далее, и так далее. У всех экзамены происходят вообще по-разному. Есть кейсы, где люди приходят после 3-4 лет жизни в Польше, консул напротив понимает, что человек владеет польским, и они просто разговаривают ни о чем. Погода классная, машина красивая. Когда была такая война, в каком 17 веке мы Могут. воевали здесь? Абсолютный рандом. Надо быть готовым по матчасти, да, то есть ее надо подготовить. Если кому-то нужна она, с удовольствием поделюсь. Можем под видео оставить ссылку, по которой люди могут скачать методичку, основные вопросы, которые спрашивают на ПМЖ и на карте поляка. Но я думаю, мы запишем отдельное видео именно как подготовиться к экзамену на карту поляка. Важный момент. Сегодня требования одни, через месяц вопросы и требования могут быть другими. И мы были уже этому свидетелем. Один из наших партнеров сдавал экзамен на ПМЖ, на B1, и вопросы были вообще другие. То есть он готовился по определенным запросам в определенной школе, ему там все рассказали, пояснили, и мы действительно сверяли по тестам, какие будут вопросы, но там были уже другие. То есть морально надо быть готовым к форс-мажору какому-то, морально надо быть готовым отвечать на любые вопросы, парировать, если ты не знаешь. Но если всем интересно, как сдается все-таки этот экзамен на карту поляка в Польше, тогда рекомендую написать внизу, вот там вот в комментариях, слово «экзамен». По нему мы поймем, что тема интересна для вас, и запишем отдельное видео с конкретными лайфхаками, как его сдать быстро, четко и понятно. Как только мы понимаем, где мы будем подавать документы, собираем документы, подтверждающие польское происхождение. И тут важный момент. Весь список документов должен быть составлен таким образом, чтобы человек со средним образованием понял, что вы поляк. Условно, если твоя прабабушка и прадедушка были поляками, ты должен собрать полностью все свидетельства о рождении до прабабушек и прадедушек, чтобы показать взаимосвязь вашу, родство. Плюс к этому морально уже готовы сдавать экзамен, морально понимаем, что делать. В назначенное время приезжаем и сдаемся. Все, что происходит дальше, просто ожидание. В среднем 3 месяца плюс-минус выносится решение. И тут может быть их 2.
Первое. Позитивно, когда мы ни о чем не переживаем, получаем карту поляка, через 3 месяца нам приходит смс-ка с заветной датой и временем, когда нужно забрать документы. Но может быть и негативный сценарий. Что делать в этом случае? В этом случае нужно срочно получить документы от управления, чтобы понять, по какой причине был отказ. Исходя из этого И отказа... они пишут, да, причину? Да, они пишут причину, как правило. Если... Например? Ну, например, вот из последних кейсов человек пошел на экзамен с неуверенными знаниями языка. Он отлично знал историю, он отлично знал все праздники, но он просто завалился на языке, не смог, не вытянул. И ему дали отказ по причине того, что у него плохое знание польского языка. Угу. Что в этих случаях делать? Либо готовим апелляцию в назначенные управлением сроки, как правило, это всегда прописывается в отказе, и это очень важно. На эту дату надо обращать пристальное внимание, потому что несоблюдение сроков — это автоматически выезд за пределы Польши в назначенное время, опять-таки, там сейчас это 30 календарных дней. Если отказали, то у нас есть 30 дней для того, чтобы апеллировать решение. Для того, чтобы грамотно апеллировать решение, я бы рекомендовал обратиться к юристам или к нам. Мы тоже это умеем делать. Мы подготовим апелляцию в восстановленные сроки, отправим в управление со всеми документами, подтверждающие, что ты действительно как бы и языком владеешь или другие требования выполнил, дособрал нужные документы. Ну и, как правило, рассмотрение апелляции занимает в среднем, в зависимости от воеводства, около 3 месяцев. То есть ты приходишь со своими документами, говоришь, я хочу заявить свое право на карту поляка. Есть там поляки? Да. Они говорят, хорошо, приходите через 5 месяцев. Ты приходишь, приносишь все свои оригиналы документов, отдаешь им и садишься с инспекторами и общаешься сразу ту и терра. Ну, это очень лайтовая ситуация. Ты сейчас писал, когда все просто. Пришел, спросил, тебе сказали, и ты пришел когда надо. Но по факту нет. В практике происходит не так. Тебя отфутболят пару раз, скажут, напиши нам письмо на какой-нибудь имейл, и ты будешь ждать судорожно полгода ответа от них. Ну, вот на примере того же самого Белостока. У них сейчас запись закрыта. Как только запись откроется, об этом узнает сразу же вся Польша. Мы об этом рассказываем в Инстаграме. И все ломанутся за 2 дня. Надо будет успеть отослать имейл, в котором будет указано имя, отчество, дата рождения и еще там кое-какая информация. После этого просто полгода ожидания. Ждем, когда придет смс-ка. Есть куча групп в Телеграме, где люди ежедневно пишут, если им пришла смс-ка. И путем несложных вычислений, число, когда ты складывал, собственно, заявку и время, ты можешь плюс-минус понять, когда тебе придет подтверждение. Давай с алгоритмом завершим. Давай с алгоритмом завершим. То есть, получается, мы получаем 2 решения. Либо положительное, ничего не делаем, радуемся и получаем документы в назначенные сроки. Если негативное решение, подготавливаем апелляцию, отправляем в назначенное управлением сроки, ну и получаем, опять-таки, позитивное решение. Но тут важный момент, надо оценить свои возможности. Если ты не вытянул польский язык, и ты понимаешь объективно, что ты за 2 месяца его не вытянешь, ну тогда лучше не делать апелляцию. Лучше подготовиться и пойти на экзамен уже максимально подготовленным. А если совсем подгорает, да, ситуация безысходная, нельзя ни в коем случае выезжать из Польши, тогда надо искать срочно другие основания. Самое простое — доп. Защита. Если тебе дают позитивное решение, то как это выглядит? Тебе выдают просто бумажку с печатью, и ты потом делаешь пластик? И какой алгоритм? Тебе выдают решение по карте поляка вместе с картой поляка в тот же день. Пластиком? Да. Со старту? Да. Угу. И когда у тебя есть такой пластик, какие у тебя есть дальше варианты? Куда ты можешь еще податься, чтобы быстрее к гражданству приблизиться? Следующий этап, самый логичный, это подача на ПМЖ. Если у тебя есть карта поляка, основанием для получения ПМЖ будет являться наличие карты поляка. Но тут важный момент. Для того, чтобы получить ПМЖ сейчас в Польше, нужно иметь источник регулярного и постоянного дохода. Это как минимум. Но и плюс к этому ты должен показать, что центр жизненных и финансовых интересов находится здесь. Ну, то есть бизнес, семья и все остальное. Да, в законе этого не написано. Сейчас как бы по закону этого никто не требует. Но мы видим на ответы управления и все чаще и чаще получаем решение, где написано четко: покажите доход. Будет доход — будет ПМЖ. Не будет дохода — ПМЖ не будет. Но на карту поляка тебе этого не нужно? Нет, да? на карту поляка этого не нужно. Подаешься, и у тебя как бы нету пока таких жестких... Пока нет. Я проговорю, а ты меня поправишь, да, где я не так понял. Чтобы получить карту поляка, которая дает возможность тебе легально находиться, получается, все время? 10 лет. 10 лет, да.
Для того, чтобы получить карту поляка, шаг номер 1. Ищем корни, да. Если это бабушка или дедушка, то может быть кто-то один. Если это прабабушка и прадедушка, то 2 человека Да, должны быть. То есть совершенно документы по 2 людям. Должны быть оригиналы документов, которые мы физически будем иметь на руках. Записываемся в воеводство. Я правильно понимаю, что можно записаться в любое воеводство, вне зависимости от того, где ты живешь? То есть, условно, я живу в Варшаве, могу в Кракове записаться. Да, совершенно верно. Здесь Польша дала карт-бланш, можем записываться там, где хотим. И на самом деле я бы и пользовался этим моментом, потому что тот же самый лояльный город Белосток, да, который принимает огромное количество и белорусов, и украинцев при получении карты поляка, они уже просто отточили все процедуры и процессы и гораздо проще относятся к этому, нежели, например, Ольштин, где о карте поляка слышат там раз в год, когда кто-то до них добежит. Ну да. И такую карту мы можем получить на 10 лет. Дальше мы подаемся на основе нее на ПМЖ, но уже у нас есть критерии. Это постоянный доход, и регулярный да, доход. постоянный регулярный доход, и это твой как бы центр жизненных интересов. Да? Тебе надо все-таки показать, что ты тут живешь, Да. а не просто карту поляка получил. Дальше ты можешь получить по ПМЖ гражданство, да, податься там через год, да, если я не ошибаюсь, можно. Все совершенно верно. Если у тебя несовершеннолетние дети с тобой, то они все идут паровозами, тоже получают гражданство. Да? Да. И получается, если я получаю карту поляка, то они получают тоже карту поляка. Да, Да? совершенно То есть верно. такие же дублируются документы. Только они не сдают экзамен. Да, только они экзамен сдают. Если совершеннолетние, то они уже как отдельные Да. личности там занимаются сами своими вопросами. Важный момент. Я слышал такие кейсы, да, вот за 10 лет жизни в Польше, что люди получали карту поляка, не имея корней. Они вписывались в какие-то организации, спилки или еще куда-то, и как бы на rzecz Польски развивали и делали промоуцию Польши. Что это за история? Работает ли она сейчас? Слушай, да, действительно это есть. Есть различные полонийные организации, есть польские организации на территории Беларуси, которые поддерживают Да, и в культуру, Украине и есть, развивают, и в в Украине. Много таких сейчас организаций на самом деле существует. Раньше было можно. Прям вот даю руку на отсечение, потому что были у нас клиенты, которые подавались через организации, которые были в Беларуси. Они получали рекомендательные письма, где было описано, чем человек, собственно, помогал Польше, как он помогал культуре, там, науке или развитию Польши и так далее. И на этом основании действительно получали карты. Но ввиду того, что это очень легкая процедура получения нужных документов, потихонечку это все закрывается. Но если ваш кейс железобетонный, вы участвовали в этом, ну вот, например, у нас человек в Беларуси ежегодно 3 или 4 раза в год ездил на кладбище и убирал польские кладбища в Беларуси. Таким вот образом он сохранял историческое наследие Польши на территории Беларуси. И на этом основании вполне себе законно получил карту поляка. Но он предоставил вот такую кипу документов, которые подтверждают, что он это делал. Включая фотографии, понял? Включая фотографии. Там, где На он самом деле. Это вроде бы смешно кажется, с одной стороны, а с другой стороны, неоспоримое доказательство. Ну, попробуй ты сделать такой фотошоп. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.